Набираем 6 воздушных петель. Делаем установочную петлю. И дальше 6 воздушных петель. Разворачиваем косичку на изнаночную сторону и видим за косичкой перемычки. Делаем накид на крючок и во вторую перемычку от крючка вяжем полустолбик с накидом. Только полустолбик этот мы будем сразу провязывать. То есть вытянули петельку и сразу провязываем все петли на крючке. Снова накид на крючок, крючок в перемычку, подхватываем рабочую ниточку и сразу протягиваем через петли на крючке. Снова накид на крючок, крючок в перемычку, подхватываем рабочую ниточку и сразу протягиваем ее через все петли на крючке. Накид на крючок, и у нас осталось 2 перемычки. Провязываем их так же, как и предыдущие 3. Провязали. Делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Хвостик нити давайте сразу протянем через петли, чтобы ввязать его в полотно, чтобы он нам не мешался. Подхватываем хвостик нити и выводим его на тот ряд, который будем сейчас вязать. Разворачиваем вязание, накид на крючок и делаем то же самое, что и в предыдущем ряду. Крючок в петлю, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем через все петли на крючке. Накид на крючок, крючок в следующую петлю, подхватываем рабочую нить и сразу протягиваем ниточку через все петли на крючке. Накид на крючок, крючок в петлю в следующую, подхватываем рабочую нить и сразу ее через все петельки на крючке протянули. Накид на крючок, крючок в следующую петлю, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. И последняя петля остается. Накид на крючок, крючок в петлю, хвостик поправляем здесь, если он остался у вас, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Связали второй ряд. Вот так он выглядит с одной стороны и с другой стороны. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем на другую сторону и повторяем предыдущий ряд. Крючок во вторую петлю, точнее сначала накид на крючок, крючок во вторую петлю, подхватываем рабочую ниточку и протягиваем через все петли на крючке. И продолжаем так вязать этот ряд и все последующие ряды.
И нам нужно связать эту деталь длиной 100 сантиметров. Довязали до конца. Всего у нас связано 100 сантиметров. Обрезаем ниточку и вытягиваем нить через петлю. Теперь нам нужно соединить начало и конец этой детали. Сейчас нам понадобится иголка с широким ушком. Заводим в нее ниточку, смотрим, рабочая нить идет из последней петельки, и сбоку вот такая немного выпуклая петля. В нее заводим иглу и вытягиваем ниточку. Дальше последняя петля, из которой рабочая нить выходила, в ее центр заводим иглу и продеваем вот так вот через 2 петельки. Мы как бы сформировали еще одну петлю. Расправляем нашу деталь, прикладываем вот таким образом друг к другу. Вот за эту полупетлю заводим иголку. Дальше вот в эту петельку. И в петлю на противоположной стороне. Вот в эту петлю на противоположной стороне. Вот таким образом соединяем вместе 2 стороны этой детали. И здесь вот 2 крайние выпуклые петельки. Сначала в одну. И в другую. Вытягиваем иголочку. И перемещаемся на другую сторону. С этой стороны соединим вот эти петельки. Снова возвращаемся вот на этой стороне, вот в эту петлю. Находим здесь крайние петли. И соединяем их между собой. И последние петельки здесь, вот эти крайние петли возьмем, также зафиксируем. И закончили делать соединение. Соединили между собой эту деталь, прячем хвостик нити с изнаночной стороны и продолжим вязание. Итак, связали все детали. У нас 2 основные детали и одна деталь, которая будет служить одновременно и донышком, и ручкой для этой сумки. Дальше необходимо соединить их между собой. Шовчик, который у нас получился при сшивании этой детали, нам нужно опустить на донышко. То есть выглядеть это будет вот таким образом.
шов на донышке. И нужно присоединить вот таким образом эту деталь. Вот так. Чтобы ваш шовчик получился ровненько по центру, смотрите, что нужно сделать. Считаем количество петель, которые получилось при обвязке вот этой детали. Начнем мы сшивать от вот этой крайней петли и закончим сшивать вот этой крайней петлей. Также и на этой стороне. Главное, чтобы на этих двух сторонах у вас количество петель, получившееся при обвязке, должно быть одинаковым, чтобы чтобы обе стороны сумки были симметричны по отношению друг к другу. Находим, посчитали петельки и находим центр на этой детали. Вот таким образом, да, например, половина петель здесь, половина петель здесь. Либо может быть смещение одна петелька в сторону. И на этой стороне вешаем маркер напротив шва, который получился при соединении этой детали. Вот таким образом, да, центр и центр. Дальше считаем количество петель вот от этого маркера и вот до этой петли, от которой начнем делать соединение. И по этой стороне откладываем точно такое же количество петель, как и здесь. Каким образом здесь посчитать петли? Мы не делали обвязку, поэтому соединять мы будем сразу без обвязочного ряда. Петли будем вязать, соединение делать напротив каждого ряда по одной петле. То есть вот один ряд ребристый и один ряд как будто вогнутый. Здесь идут перемычки. Ребристый ряд и ряд с такими вот перемычками. И считаем, например, посчитали, да, здесь количество петель. Считаем здесь от маркера. Первая петля, вторая, третья. Так, еще раз. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И продолжаем отсчитывать такое же количество петель, которое получается у вас вот здесь. Например, да, это вот так будет. Вешаем также маркер. И соединение мы начнем делать вот от этих двух точек. Вот она петля крайняя и, например, вот эта петля. Берем ниточку и начинаем соединять. Как я уже сказала, вот эту петлю отсюда начнем и вот с этой петли. Снимаем маркер, чтобы он не мешал, и заводим крючок вот в эту петлю. Боковая петелька выпуклая. Дальше находим самую первую петлю, которую будем соединять, и за крайнюю стеночку петли заводим крючок, подхватываем нить и протягиваем через 2 петли. Протянули. Хвостик нити оставляем, чтобы можно было его потом спрятать в вязание. Напротив одного ряда мы захватили петлю. Дальше нам нужно напротив следующего ряда также захватить петельку. Вот эту выпуклую петлю. Помогаем себе руками, если сложно завести. Завели крючок. Находим следующую петлю на этой стороне. Заводим крючок. Подхватываем рабочую нить и протягиваем сразу через все петли на крючке. Подтягиваем хвостик нити. Дальше идет вот этот ряд выпуклый. Напротив него вот эта петелька. В нее заводим крючок. Также помогаем себе руками, если петля достаточно тугая. Завели в нее крючок. Находим на этой стороне следующую петлю, в нее заводим крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Снова, если нужно, подтяните хвостик.
Дальше у нас идет ряд вот с такими перемычками. Напротив него нам нужно также захватить петлю. Захватываем крайнюю петельку. Дальше находим на этой стороне следующую петлю и захватываем ее стеночку. Протягиваем рабочую нить через все петли. Дальше снова выпуклый ряд. Напротив него вот эта петелька. В нее заводим крючок. На этой стороне в петлю заводим крючок и провязываем все петли на крючке. Провязали. Дальше снова вот этот ряд с такими перемычками. Находим крайнюю и заводим в нее крючок. На этой стороне находим следующую петлю и в нее заводим крючок. Провязываем все петли на крючке. И дальше таким же образом. Снова выпуклый ряд, напротив него захватываем петельку, следующую петлю на этой стороне сумки и провязываем. И двигаемся так дальше по направлению вот к этому маркеру, то есть до центра сумочки. Доходим до центра. У меня до центральных петель осталось по одной петельке для соединения. Как я уже сказала, помогайте себе немножко вытягивать петли, потому что они здесь достаточно тугие вот на этой детали. Так, соединяю здесь последние петельки. И дошли до маркеров, снимаем их. Они нам больше не нужны. Служили только в качестве ориентира, чтобы шовчик был по центру сумочки. И дальше в петлю напротив шва с этой стороны заводим крючок и в петельку с этой стороны также соединяем, как соединяли. И дальше продолжаем делать такое же соединение, как вот здесь делали. Тоже вот у нас идет ребрышко, напротив него в петлю заводим крючок, на этой стороне в петлю, провязываем. Дальше у нас идет ряд вот с такими вот перемычками в крайнюю перемычку, так же как и делали. Заводим крючок и в петлю на этой стороне тоже провязываем. Дальше снова идет ребрышко, крайнюю петельку заводим крючок, в петлю на этой стороне и снова провязываем. И так двигаемся дальше до крайней петельки. Крайней петлей у нас будет вот эта петля. Вот до сюда соединяем донышко до конца и вот эту боковую сторону вот до этой петли. Завершаем соединение, провязываем последнюю петлю. Вот такое соединение в виде косички у нас получается по донышку и по бокам сумки. И на этом этапе ниточку можно обрезать. Обрезаем ее на ту длину, чтобы можно было удобно спрятать хвостик нити. Обрезали.
Фиксируем, чтобы ниточка не распустилась. И с помощью иглы с широким ушком хвостик нити прячется с изнаночной стороны сумочки. То есть вот сюда под петли нужно будет спрятать этот хвостик. И дальше нам нужно присоединить вторую деталь. Присоединять будем вот таким образом. Вот так. Стороны должны находиться симметрично друг к другу. То есть их соединение. И на этой стороне есть нюанс. Да? Смотрим внимательно. Вот так разверну, чтобы было удобнее. Вот последняя петля, в которую мы делали соединение. И если посмотреть на противоположную сторону, вот с этой стороны такой же выпуклой петли нет. Она идет немного смещенной в сторону. То есть вот прокладываем ровненько. Вот здесь она должна быть. Но она находится чуть дальше. Так же, как и вот с этим рядом тоже. Вот. Смотрим вот сюда. Вот мы делали соединение. Прикладываем. И здесь вместо той петельки, да, вот такой петли, находится выпуклая петелька. То есть у нас как бы петли немного смещены в сторону, поэтому на этой стороне. Напротив, вот с этой стороны, напротив вот этого ребристого ряда мы будем захватывать вот эту петлю. А напротив ряда с перемычками мы будем захватывать вот эту петлю, маленькую, выпуклую петельку. Такую же, как мы захватывали на этой стороне для вот этого ряда. Выглядеть это будет вот так. Еще раз проведем симметричную линию. Находим петлю. Вот таким образом немножко отгибаем в сторону вот эту ниточку и заводим крючок вот в эту петельку сверху вниз. Вот таким образом. Заводим крючок. Дальше находим первую петлю на этой стороне и заводим крючок в нее. Берем ниточку и по этой стороне делаем такое же соединение, как делали на противоположной. Протягиваем нить через петли. Убираем хвостик нити, чтобы он нам не мешал, на изнаночную сторону. Дальше напротив вот этого ряда мы заводим крючок уже вот в эту петлю. И в петлю на противоположной стороне. Подхватываем рабочую нить, протягиваем через все петли на крючке. Подтягиваем за хвостик нити. Снова у нас идет вот этот ребристый ряд. Отгибаем вот эту ниточку, под ней находим петлю. И заводим в нее крючок. Дальше в петлю на противоположной стороне. Провязываем все 3 петли. И дальше следующий ряд. У нас снова идет вот эти вот перемычки. Напротив них находится вот эта петелька. Вот она. В нее заводим крючок. Вот так. И в следующую петлю. И провязываем все петли на крючке. И дальше снова повторяем. Снова у нас идет вот этот ребристый ряд. Вот она, эта петля, в которую нам нужно завести крючок. Вот она. Отгибаем вот так вот ниточку вот эту и захватываем эту петлю уже вот с этой стороны. Немножко вытяну эту петельку, она здесь достаточно тугая. Захватываем эту петлю, петлю на противоположной стороне и провязываем.
И продолжаем так делать дальше соединение. Соединяем снова боковую сторону, донышко и вторую боковую сторону. И дойти мы должны вот до этого уровня. Итак, присоединили вторую деталь. Все хвостики, которые получились в процессе соединения, с помощью иголки с широким ушком прячем с изнаночной стороны. И нам останется только связать планку для молнии. Планку для этой сумки я вяжу полустолбиками. Я уже одну планочку связала, чтобы показать, как она будет выглядеть. Хвостик еще не прятала пока. Вот такая планка. Длиной она у меня 18 сантиметров. И на другой стороне сумки я повесила маркеры, чтобы связать вторую планку. И покажу вам, как ее вязать. Для вязания планки нам понадобится крючок на размер меньше, чем мы вязали саму сумку. То есть буду использовать крючок 3,5. Смотрим. С изнаночной стороны планки идет ряд, вот такая вот косичка. И чуть ниже идут перемычки. Изнаночные перемычки. Вот за эти перемычки мы будем заводить крючок и провязывать полустолбики. Они достаточно тугие, поэтому можно взять крючок еще потоньше и вот таким образом их немного расширить. Прям чуть-чуть. Если будет неудобно провязывать полустолбики. Планку можно связать любого размера. Здесь уже на ваш вкус вы можете связать ее подлиннее, можно связать ее покороче. Как я уже сказала, у меня планка 18 сантиметров. Я отступила от начала ряда 2 вот такие перемычки и повесила маркер на следующую. И с этой стороны также у меня вот здесь одна перемычка прячется, вот вторая, и на третью я повесила маркер. И буду вязать полустолбики от одного маркера и до другого маркера. Можно по желанию сделать, конечно же, ее подлиннее. Вот эта планочка будет смотреться вот таким вот образом. Да, вот она получается. Отступает. Здесь небольшой промежуток остается. Если хотите, можно сдвинуть еще на одну петельку в сторону. С одной стороны и с другой стороны. И начинаем вязать планочку. Берем нитку. Снимаем. Отсчитали петли. Снимаю маркер с самой первой петли. Завожу сюда крючок. Как я уже сказала, крючок на размер меньше, чем тот, которым мы вязали сумку. Подхватываю нить, вытягиваю нить через петлю и провязываю воздушную петлю. Провязала воздушную петлю. В эту же петельку завожу крючок и вяжу первый полустолбик. Просто протягиваю рабочую нить через первую петельку. Находим следующую перемычку. Вот они у нас, вот идут. Завожу в эту перемычку крючок и вяжу следующий полустолбик. Дальше нахожу следующую перемычку и вяжу следующий полустолбик. Полустолбики вяжем свободно. Помним, что у нас крючок на размер меньше, чем тот крючок, которым мы вязали основную часть сумки. Крючком меньше мы вяжем для того, чтобы у нас сильно не растягивались вот эти петли. И продолжаем дальше. Находим следующую перемычку
И вяжем в эту перемычку следующий полустолбик. И так продолжаем вязать до следующего маркера, до маркера, который у нас отмечен, до петли, которая отмечена маркером. Вяжем в каждую перемычку по одному полустолбику. Провязываю последние полустолбики, маркер также снимаю и в перемычку под маркером провязываю последний полустолбик. Провязала и разворачиваю вязание. Меняем крючок на тот крючок, которым вязали основную часть сумки. Не делая воздушные петли подъема, заводим крючок в самую первую петельку. Вот эту петлю последнюю чуть потуже подтянуть. Завязываем, заводим крючок в первую петлю и провязываем сразу полустолбик. Провязали. Дальше в каждую петлю за заднюю стенку заводим крючок и вяжем полустолбики. Также их сильно не стягиваем. Вяжем достаточно свободно, чтобы само вязание, сами ряды с полустолбиками не были стянутыми, а были ровные. И впоследствии удобно было пришивать молнию. Вяжем полустолбики до конца ряда, в каждую петлю по одному. В конце ряда провязываем последнюю петлю и разворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд. Также без петли подъема в самую первую петлю заводим крючок и вяжем полустолбик. Также за заднюю стенку петли. В следующую петлю за заднюю стенку вяжем полустолбик. И снова повторяем весь ряд. Провязываем его полустолбиками. Вяжем так до конца ряда. Это у нас третий ряд полустолбиков. В конце ряда предпоследняя петля. И последняя петля, из-за того, что мы не делаем воздушную петлю, выглядит вот таким образом. Крючок мы заводим вот за эту вот обернутую петельку. И провязываем последний полустолбик. Разворачиваем вязание и вяжем последний ряд. Снова крючок в самую первую петлю за заднюю стенку. Провязываем полустолбик и дальше до конца ряда полустолбики. Здесь также в конце ряда предпоследнюю петлю вяжем. И последняя петелька, вот она получается обернутая. Получается она такой из-за того, что мы провязываем первый полустолбик в самую первую петельку. Так, довязали до конца и обрезаем ниточку. Обрезаем ниточку и смотрим, что у нас получается. Вот такие две планочки, к которым нужно будет пришить молнию. Хвостики нити прячем с изнаночной стороны, чтобы их не видно было. И дальше мы пришиваем молнию. Итак, молния пришита и сумочка готова. Спасибо, что вязали сегодня вместе со мной. И до новых встреч в новых видео.